Всем привет, дорогие друзья! Скоро Масленица и, конечно, будем печь блины. Сегодня я к вам с потрясающим рецептом дрожжевых ажурных блинов. Они получаются такие нежные, со сливочным ароматом. Великолепные. Я всем рекомендую их приготовить и попробовать. Уверена, будете готовить по этому рецепту их не один раз. Вы только посмотрите, какие эти блины получаются красивые, ажурные, такие ароматные. Когда пекла эти блины, дома пахнет хлебом. Это по-настоящему так вкусно. И посмотрите, какие они замечательные. Это, наверное, самый лучший рецепт дрожжевых блинов, какой я только знаю. И для рецепта мне понадобится 300 граммов муки, примерно 400 мл молока. Молоко будем корректировать по консистенции теста. Его может понадобиться чуть больше или чуть меньше. 2 яйца. Я использую яйца крупного размера. 50 граммов сахара. Пол чайной ложки соли. 7 граммов сухих дрожжей. 80 граммов мягкого сливочного масла. И также у меня еще здесь 150 мл жирных сливок. Жирность 33%. Можно использовать сливки и менее жирные, 20%. В миску вливаю примерно половину молока. Молоко теплое, примерно 38 градусов. Добавляю 2 чайные ложки от общего количества сахара. Всыпаю дрожжи. Перемешиваю венчиком. И просеиваю примерно 4 столовые ложки муки. Делаем опару. Хорошо перемешиваю. И теперь оставляю опару, чтобы она поднялась. Закрываю миску пищевой пленкой и оставляю миску с опарой в теплом месте, пока опара не увеличится в объеме примерно в 2 раза. Обычно я ставлю миску с тестом, в данном случае с опарой, в микроволновую печь. Рядом поставлю стакан с горячей водой, у меня получится такой теплый шкафчик. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. У меня прошло примерно полчаса. Посмотрите, опара увеличилась в объеме больше, чем в 2 раза. И я сейчас буду продолжать делать тесто дальше. Отделю белки и желтки у яиц. Сделать это надо очень аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. В желтки я добавляю соль, всыпаю оставшийся сахар, перемешиваю венчиком. Добавляю мягкое сливочное масло. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Хорошо перемешиваю масло с желтками и с сахаром. Посмотрите, как замечательно подошла опара. Перемешиваю ее. И теперь сюда добавляю растертые с маслом и с сахаром желтки. Перемешиваю. Беру венчик. Дальше тесто буду продолжать замешивать венчиком. И начинаю просеивать в массу муку. Перемешиваю. Постепенно замешиваю тесто. Если вы видите, что тесто становится уже гуще, можно подливать молоко, чтобы легче было вымешивать. И таким образом постепенно я добавлять буду то муку, то молоко. Тесто очень легко замешивается и абсолютно нет никаких комочков. Сейчас я добавляю всю оставшуюся муку в тесто. Посмотрите, получилось вот такое однородное и достаточно густое тесто. Я не добавила в тесто все молоко, немного у меня осталось. Буду потом корректировать молоком густоту теста. Подбираю все тесто с краев миски, закрываю миску пищевой пленкой и снова тесто отправляю на расстойку в теплое место, примерно минут на 45-50. У меня прошло примерно 45 минут. Посмотрите,
как подошло тесто. Оно у меня сейчас заполнило фактически всю миску. И сейчас надо в крепкую пену взбить белки. Посмотрите, какое тесто. Такое воздушное. Обминаем его. Вливаю сюда сливки. Перемешиваю. Сливки комнатной температуры, не холодные. Хорошо соединяю сливки с тестом до однородности. Можно даже взять венчик, будет удобнее замешивать. И теперь сюда добавляю взбитые белки. И также их аккуратно вмешиваю. Очень важный момент. Надо посмотреть, какая густота теста, какие вы хотите блины, чтобы они были более толстые или тоненькие. Добавляем в зависимости от этого молоко. И я сейчас вижу, что тесто у меня еще густовато. Добавляю сюда все оставшееся молоко. И все хорошо вымешиваю. Возьму венчик, чтобы лучше было вымешивать. Я сейчас смотрю консистенцию теста. Вот как для меня тесто сейчас немного густовато. Я добавлю еще немного молока. Добавляю дополнительно молоко. Еще 100 мл. Я люблю, когда блины не слишком толстые. Итак, посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. По желанию в тесто можно добавить какие-либо ароматизаторы. Например, экстракт ванили или апельсиновую цедру или лимонную. Но я этого делать не буду, хочу сделать именно такие традиционные дрожжевые блины. Я поставила разогреваться сковородку. Диаметр моей сковородки 22 сантиметра. Слегка смажу первый раз сковородку растительным маслом. Я использую сковородку с хорошим покрытием. Когда сковорода хорошо разогрелась, наливаем тесто и распределяем по сковородке ровным слоем. Печем блинчик. Я вот так использую бамбуковую шпажку, для того, чтобы удобно было переворачивать блинчики. Поддеваю просто бамбуковой шпажкой и переворачиваю. Пахнет здорово. Первый блинчик готов. Снимаю его на тарелку. Посмотрите, какой красавчик получился. И что самое важное, первый блин не комом. Горячий блинчик смазываю сверху кусочком сливочного масла. Еще один важный момент. Перед тем, как наливать тесто на сковородку, обязательно его перемешивайте, так как тесто пока стоит, еще подходит. И пеку следующий блин. Наливаю на сковородку тесто и повторяю все точно так же. И, конечно, таким образом будем печь все блины. Эти блины получаются такие красивые, кружевные. Вы видите, как у меня уже много здесь блинов. Целая стопочка. Конечно, они получаются в меру тонкие, можно сказать, такие средненькие блинчики, очень ажурные, такие нежные, великолепные. И я сейчас попробую, посмотрите, какая красота. Вообще сын зашел в квартиру и сказал: мама, дома пахнет хлебом. Я говорю: конечно, я сегодня пеку дрожжевые блины, и они просто великолепно пахнут хлебом. К этим блинам, мне кажется, даже не нужна никакая добавка, ни сметана, ни мед. Вот хочется есть эти блины еще и еще, невозможно остановиться. Друзья, обязательно приготовьте и попробуйте. И я желаю всем веселой масленицы. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук, Позитивная кухня. Всем пока!